Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Май 2024 года. Что скоро произойдет? И в нашем раскладе, прогнозе, мы не будем предвосхищать события. Я решила сделать такой прогноз, достав 4 карты и посмотреть, как карты сами покажут последующий период мая и что это будет значить для вас или сферы жизни, которыми вам придется заниматься. Сумеете ли вы решить какие-то вопросы, или что-то придется отложить, или, возможно, какая-то ваша личная история тоже будет требовать вашего внимания, какая-либо сфера жизни, которая, наиболее активно будет проигрываться, как мы говорим. Для кого интересны более подробные прогнозы, я оставлю ссылку в описании под видео, как и на свою статью на своем сайте. Это гороскоп на май месяц. Вы можете прочитать для всех знаков зодиака, так и другие видео на май и не только. Итак, 4 карты. Как видят карты, что скоро произойдет в вашей жизни. Что в течение мая ворвется в вашу жизнь или кто, может быть. Итак, 4 карты. Что же будет первое? Что же это за событие? Личная история. История любви для кого-то так. Знакомство или важные решения, которые вы будете принимать по части личных отношений. Это всегда карта взаимопонимания и искренности. Искренние отношения – это, пожалуй, то, на что мы можем опереться. Двойка чаш. Есть взаимодействие. У кого-то, конечно, это совпадет с тем, что вам придется, решая какие-либо вопросы, проявить дипломатию, услышать собеседника. Но у вас как раз это получается, потому что вы лояльно относитесь к людям. Вы достаточно приятные в общении люди, сами по себе. И это ваша сильная сторона. И поэтому, мои дорогие, даже есть какая-то, если есть, так такая патовая ситуация, когда нужно достичь взаимопонимания с человеком, а вам прежде это было сложно сделать, вы сумеете договориться. И пусть это даже по работе. Но все же карта больше нас обращает к личной жизни. И поэтому в личной жизни по двойке чаш тут как раз какие-то приятности, мои дорогие. Давайте мы посмотрим, что же там произойдет в личной жизни. Но есть по пятерке чаши то, что нас не устраивает. Или нам говорят с учетом двойки кубков, это какая-то история. Может быть, личная ваша история с вашим любимым человеком. Было разочарование. Или, не так. Все пошло, как вам бы этого хотелось. Но по пятерке чаш в этой колоде девушка у нас переворачивает вот этот сосуд, в который наполнен какими-то негативными больше эмоциями и лениво так вот отпускает что-то из прошлого, и эти самые эмоции со знаком минус выливаются в какой-то омут, который уже не имеет никакого значения, а то, что цена как раз остается рядом с ней. Поэтому вы правильно, рационально оцените, может быть, вашу личную историю, или это будет касаться работы. Но, повторюсь, все-таки кубки, обе карты или чаши – это все же чувство. Ну, не получилось что-то там осуществить, но мелкая карта, поэтому это не имеет значения. Что же еще произойдет, правда, нечего доставать. Личная история, аркан влюбленные. Для кого-то из вас выбор. Дуальность у нас присутствует по двойке кубков. И, видимо, вы рационально оцените какую-то ситуацию, поймете, что я зря по какому-то вопросу горевал. Или, если прежде не могли с кем-то договориться, здесь как раз у вас это получается сделать. Это может, повторюсь, проиграться и в вашем бизнесе, в вашей работе, в договоренностях с руководителями или с коллегами, с теми людьми, которые составляют ваш социум. Может быть, и есть какой-то важный выбор в вашей жизни по части вашей тоже личной истории, и для кого-то из вас это прежняя какая-то история, которая была, может быть, закончилась и появилась на ее месте совершенно другая, и вы будете что-либо организовывать. Или когда бывает такое любовный треугольник, хотя нам не совсем об этом говорят, но если для кого-то это актуально, вы сделаете правильный выбор. Что-то для вас будет очевидно. Вам в этот период мая будет легко что-то отпускать. Самое главное, то, что не имеет значения. Что же придет, ворвется в вашу жизнь? Тут завершение чего-то. И правда, тех отношений, если мы по предыдущим 3 картам ориентируемся, которые не имеют значения. Или если по работе, то то, что
не может быть или служить прогрессом на последующий период. Сам вообще период мая может для вас быть многозадачностью. Все-таки десятка жезлов нам говорит о том, что как и усталость может быть, так и загруженность по работе. Но девушка у нас уходит от какой-то прежней ситуации, оставляя прошлое в прошлом. Вот какой-то гештальт, мои дорогие, вы закрываете постепенно. Чего же это будет касаться? Давайте узнаем, что же произойдет в связи с этой десяткой жезлов. У кого-то по личной жизни определенность четкая проявляется. Или известие от ваших родственников. Королева чаш может быть и так. Помимо всего прочего, это ваше решение, ведь карта больше говорит о вас самих. Карта, безусловно, говорит еще и часто проходят наши супруги. Почему я сказала известие от родственников? Такое тоже может быть. И если прежде вы решали какие-то вопросы или активно участвовали в жизни кого-то из ваших близких, здесь тоже какая-то история завершается, в чем-то вы ставите точку. Или для себя очень рационально разбираетесь с теми событиями вашей жизни, которые происходят в мае, но делаете это с помощью логики. Стоит ли мне это продолжать или нет? Стоит ли мне, может быть, сам вопрос в течение мая будет касаться того, что либо принимать в чем-то участие, либо нет. И это будет зависеть от вашего желания. Вот вы пойдете по тому, как вам подсказывает ваша душа. И, видимо, вот так рационально. Правда, закроете какой-то гештальт. Потому что по колесу фортуны придется нам, говорит карта, договариваться. Придется лавировать. Девушка у нас изображена на самом колесе этой фортуны. Это старший аркан. Это часто какие-то события извне. Это то, что для нас неожиданность. Правильно взаимодействовать с информацией или с тем, что произошло. А тут действительно может что-то произойти. И вам, как выбор придется делать, отправляться ли мне в путешествие или остаться. Продолжать я буду эту работу или я переключусь на какой-то новый проект. Могу ли я решить какой-то вопрос быстро или рационально мне придется распределить время, потому что, эта тема не может быть быстро продвинута. Или своеобразная перезагрузка по вашим силам. Вот этот, наверное, момент будет проигрываться наиболее активно в течение мая. Вам нужно конкретно распределить силы, чтобы вам хватило их на осуществление чего-то важного. Вы можете получить важное известие и в зависимости от этого как-то реорганизовывать, адаптировать свою жизнь. По колесу фортуны возможно все. И мы не можем чего-то оставить на потом. Нам придется действовать быстро. Вот такие энергии. Что-то действительно как новое входит в вашу жизнь. Что же как третье событие? Десятка пентаклей. Хотите получить деньги, вы их получите. Или по этой карте, опять же, нам личная тема говорят. И здесь это по максимуму благополучия. Десятка пентаклей говорит и о том, что как прибыль может быть для кого-то, деньги партнера, решение, причем благополучное завершение каких-то тем, которые касаются как и личной жизни, как и недвижимости, имущества, всего того, что сводится в конечном итоге к знаменателю финансы или вопросов работы, которые тоже, как-то вы себе планируете. Поэтому само по себе благополучие, радость, взаимопонимание, вот какие события произойдут, что-то доброе, хорошее, то, что вас порадует. Что же это будет? Давайте мы еще одну карту достанем, как минимум, что же произойдет. Вот понимаете, переоценка ценностей. Посмотрите, пятерка чаш, и мы сказали, вот этот выбор вам будет сделать легче. По пятерке мечей могла быть какая-то ссора даже среди близких или недопонимание. Мог быть такой момент, когда вы настояли на своем, и вы можете об этом пожалеть. Кто-то из вас, вы именно сами захотите примириться или найти недостающее звено в ваших отношениях, чтобы не было какого-то яблока раздора. Все же пятерка мечей, мы можем о чем-то сожалеть, что, либо резко высказались, либо как-то не так поступили, или уделили время кому-то другому, а никому следовало, может быть. Поэтому будьте реалистами. И где-то дипломатия вам, безусловно, помогает, чтобы
Если были сложные отношения, но вам человек дорог, тогда, правда, примириться вы можете. У каждого здесь по-своему. Давайте тогда еще одну карту. Что же произойдет в связи с этим? Шикарные карты. И здесь, будь то ваш бизнес, будь то ваша работа, будь то получение денег, будь то решение вопросов недвижимости, вашего личного прогресса. Все же по девятке пентаклей это карта самодостаточности. Вот какая-то сильная позиция, которая будет зависеть от вашего либо правильного выбора, либо от ваших приложенных усилий в мае месяце. Но у вас получится устранить все помехи, вы останетесь в конечном итоге довольны. Что же произойдет еще? И, видимо, к концу мая вы решите, я буду что-то сохранять. Либо сохранять ваше дело, лишь личное творчество, либо, если вы планировали перейти на другую работу и уже осуществили это, значит, вы будете сохранять собственные позиции. По девятке жезлов придется быть внимательным и смотрительным. И когда нам говорят, и девятка жезлов выпадает, это всегда ваша сильная позиция, которая требует внимания к деталям или к тому, что происходит извне. Но это не значит, что мы включаемся в какой-то вопрос. Больше карта говорит о том, что вас ничто не должно застать врасплох. А вот наш-то как раз отклик, он происходит только в двух случаях. Либо что-то угрожает, либо чего-то не упустить. И что произойдет? В зависимости от того, что придет на ваш порог или какое известие вы получите. Чего же это может касаться? Давайте мы узнаем, что произойдет скоро, в течение мая. Как видят карты. Что это по девятке жезлов? Не совсем понятно. Пусть нам карты подскажут. А есть какая-то тайна. И это скорее ваша тайна. То, что вы не хотите обнародовать. И то, что должно остаться в вашей душе. Или то, что, может быть, вам не дает покоя. Вот есть какая-то мысль, которая вас может посещать. И, правда, добавлять вот этих вот эмоций. Как отнесется ко мне человек конкретный. Или если вы можете такие вопросы, ну, как бы сами с собой, анализируя, продумывать. Если я выложу какую-то тему на чистоту, какова будет реакция человека? И правда, вы можете тогда где-то сомневаться в человеке или думать, что если я скажу, выложу все на чистоту, я могу себе навредить. Поэтому хранить молчание точно вы примете такое решение. По аркану Верховная Жрица нам еще говорят, слушай интуицию, даже если вы, открыты миру, если нет каких-то глубоких тайн у вас, мои дорогие, с учетом девятки жезлов и Верховной Жрицы, ведь это прообраз Ля Папессы. И, как известно, она, естественно, сохраняла свою тайну, что она женщина. Это исторический факт, когда в лоне католической церкви стоял не папа, а была именно женщина. Она под мужским платьем скрывала свое женское обличие. То есть вот это сама по себе какая-то грандиозная тайна, о которой вы можете не говорить. Но или тогда интуиция, или где-то ваши предчувствия с учетом девятки жезлов будут говорить «не торопись». Чего же это еще может касаться? Что же произойдет? Какой-то личный вопрос, мои дорогие, когда вы можете кому-то не доверять или сомневаться, если я выложу какую-то правду, меня не поймут. Две карты интуиции, две карты тайны и две карты нам говорят еще отчасти о том, что не торопитесь. С учетом карты Луна, поспешив куда-то или поспешив со своими решениями, кстати, мы можем совершить ошибку, потому что по Луне это всегда то, что непонятно. Да, у вас свое отношение к Луне, безусловно, но и все же вы можете оказаться в такой ситуации, когда вот именно в мае, может быть, это будет связано с перемещениями. И тогда, даже если вы в чужой местности, сохраняйте самих себя. Внимательно оценивайте то, что происходит вокруг вас, то, что говорят люди. Вы не должны себе действительно навредить. Вы не должны торопиться. По карте Луна нам говорят, какая-то ситуация, она прояснится, но это не будет быстро. Поэтому есть что-то в вашей жизни, у каждого свое. Или своя какая-то задуманная идея,
то, что вы пока не хотите обнародовать или не хотите сказать. Но и, скорее всего, я могу предположить, с учетом девятки, опять же, жезлов, что ваши интуитивные предчувствия правильны. И что же, как карта совет? Очень сильная позиция для вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак. У вас выпадает карта мага. Слушайте свою интуицию от начала до конца. Удивительные карты. Может быть, станет такая ситуация к концу мая месяца. И карты тогда нам говорят о чем? Сохраняй тайну, слушай свою интуицию, карта тайных знаний. Если нужно, найди дополнительную информацию. Будь великим манипулятором. Я доставала эту как карту совет. А все почему? Потому что обстановка какая-то требует того, чтобы вы сами себя сохраняли все то, что вы достигли, сохраняли буквально, может быть, свое имущество, где-то деньги, те отношения, которые вам дороги, или вокруг вас происходят изменения в вашем обществе, или происходит какая-то турбулентность, приходят новые события или приходит новая информация, когда непонятно, как с этим взаимодействовать. Но так или иначе, искусство мелких шагов. Плюс ваша интуиция вам помогает. Вы сумеете как правильно оценить обстановку. Все зависит от того, что же для вас будет именно стоять в плане. У вас 3 старших аркана, которые говорят как о тайнах ваших, как о обстановке, которая не совсем ясна вокруг вас, и вам нужно держать как руку на пульсе, и вас ничто не должно застать врасплох. Но в итоге быть магом и волшебником. И тогда любую патовую ситуацию, или пусть это будет касаться денег, вашей личной жизни, все равно вы сумеете решить в свою пользу. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.